предлагаю приготовить паштет из печени индейки. Очень часто вы можете встретить такие паштеты из куриной печени. В принципе, если хотите, можете заменить ее на куриную. Но я вам рекомендую попробовать именно из печени индейки. Получается очень интересно и потрясающий вкус. Все как обычно. Рецепт будет легкий, обещаю. Пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. А вот такой карамелизированный лук в красном вине будет идеальным дополнением для нашего паштета. Рецепт вы уже можете найти у меня на канале. Ссылка на экране. Полный список всех ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Для начала нам нужно взять глубокий противень для запекания и положить на него кусочек сливочного масла, примерно 30 грамм, и добавить оливковое масло. И выложить на него травы, несколько веточек розмарина и 3 веточки тимьяна. Затем 2 зубчика чеснока просто раздавите и отправьте на противень. Далее нарезаем морковь кружочками. Морковь придает сладковатый вкус паштету, поэтому варьируйте ее количество по своему желанию. Кусочки моркови должны быть одинаковой толщины. Затем выкладываем морковь на противень с травами. Распределите морковь равномерно, и затем мы будем ее запекать в предварительно разогретой духовке на 200 градусов на нижнем ярусе 10 минут. За это время я нарежу лук. У меня вот такой большой салатный лук. Нарезаю примерно такими же кусочками толщиной, как и морковь. Можно использовать несколько средних луковиц. Лук придает тоже очень приятный вкус и аромат паштету. Десять минут прошло, морковь начала запекаться. Теперь добавим к ней лук. Выкладываем лук равномерно и запекаем также при 200 градусов на нижнем ярусе в течение 10-15 минут, периодически помешивая. А в это время мы нарежем на небольшие кусочки печень индейки. Также вы можете использовать абсолютно любую печень, которая вам нравится. Обязательно зачищайте ее от пленок. Если это куриная печень, то просто используйте ее целиком. Нарезать ее совсем не обязательно. Вот, печень я подготовила. Вот такие кусочки будут идеально для запекания. Посмотрите, что происходит у нас с луком и с морковью. Они еще недостаточно обжарились. Я периодически помешиваю. Оставляем дальше запекаться. А теперь посмотрите, вот так должен выглядеть лук. Он стал прозрачным, и морковь практически готова. Теперь добавляем печень, распределяем равномерно. Обратите внимание, что я не добавляла еще ни соли, ни каких-либо специй. Их не нужно добавлять. Добавлять мы их будем в конце. Запекаем также при этой же температуре в течение 10-15 минут. В середине этого цикла я добавила 1 рюмку рома. Можно добавить коньяк, будет также очень вкусно. Печень по готовности вы можете определить, разломив кусочек. Посмотрите, если на срезе он будет без крови, значит он готов. Вот так она должна выглядеть. Главное, печень не пересушить. Сейчас я добавлю также соль. Еще немного перемешаю и прогрею в духовке. И можно будет уже ее убирать. Можете взять 1 кусочек на пробу и проверить, насколько она соленая, как она приготовилась, протестируйте. Итак, печень у нас готова.
Теперь мы будем добавлять приправы, а именно свежемолотый перец обязательно. Можете добавить белый перец, если вам нравится. Я добавлю. Натрите небольшое количество мускатного ореха. Перемешайте ингредиенты и заодно удалите веточки розмарина и веточки тимьяна. Такой способ приготовления позволяет сохранить ваше время и не тратить слишком много на готовку. Ну и сделать, конечно, нашу пищу более полезной, потому что здесь мы не используем обжарку, а запекаем. Если потребуется, добавьте еще небольшое количество соли. Вновь хорошо перемешайте, чтобы соль распределилась равномерно. Перекладываем все ингредиенты в чашу. Я буду использовать вот такую глубокую, потому что я буду взбивать погружным блендером. Если вы делаете паштет в стационарном блендере, то просто переложите все ингредиенты в чашу для блендера. И, конечно, не забудьте добавить вот этот сок. Затем блендером взбиваем все ингредиенты. Работайте интенсивно, постарайтесь, чтобы у нас не оставалось комочков и чтобы структура паштета была однородной. После того, как основные кусочки мяса вы взобьете, далее вы можете добавить небольшое количество оливкового масла, буквально несколько столовых ложек, для того, чтобы структура была более гладкая у паштета и он более легко взбивался. Вот, посмотрите. На этот процесс займет у вас буквально несколько минут. Паштет готов. Посмотрите, у него хорошая однородная структура, без комочков. Теперь перекладываем в порционные банки. Конечно, все поверхности и емкости должны быть обязательно чистые, таким образом вы максимально надолго сохраните паштет. Срок хранения в холодильнике 3-5 дней максимум. Также вы можете его заморозить. А чтобы продлить и улучшить срок хранения, вы можете после того, как вы взбили блендером паштет, и еще дополнительно прогреть его в духовке. Вот такое количество паштета у меня получилось из килограмма печени индейки. Предлагаю вам вот такой вариант подачи на тостах из цельнозернового домашнего хлеба с карамелизированным луком в красном вине. Это просто идеальное сочетание. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!